Это обстоятельство совсем не радует другую фаворитку султана Махидевран. Тогда-то между Хюрем-Султан и Махидевран-Султан началось настоящее соперничество. Хюрем-Султан. Восхождение от рабыни к одной из самых могущественных женщин Османской империи. Завоевание сердца султана. Жил-был султан, и звали его Сулейман. Султан Сулейман I правил османским государством в далеком 1520 году в течение долгих 42 лет. Был султан величайшим правителем, законодателем и реформатором, при котором империя достигла своего наивысшего могущества. Однако Сулейман I прославился не только вследствие важных политических дел, но и благодаря прекрасной истории любви к простой славянской рабыне Насте Лисовской, которая станет для него не только любимой законной женой, но и, вопреки всем правилам, нарожает султану 6 детей. Юная Анастасия, дочь священника из Рогатины, что на западе Украины, была захвачена в плен и доставлена в Стамбул. Там пленнице посчастливилось быть купленной у работорговцев лучшим другом и верным соратником султана Параглы Ибрагимом Пашой, который подарил ее Сулейману в честь восшествия на престол. По иронии судьбы, именно Ибрагим Паша, некогда помогший Анастасии попасть в гарем, станет ее злейшим врагом. Попав в гарем, юная пленница сразу же получает новое имя Хюрем, что в переводе с персидского означало «радость приносящая», которая удивительным образом подчеркивает ее веселый и жизнерадостный нрав. Вскоре обаятельной Хюрем удается стать наложницей и фавориткой султана Сулеймана. Это обстоятельство совсем не радует другую фаворитку султана Махидевран. Красивая черкешенка на тот момент уже успела родить султану сына Мустафу и вовсе не планировала отдавать султана в руки другой наложнице. Между двумя влюбленными в султана женщинами возникла нешуточная ссора, в результате которой Махидевран расцарапала лицо и разодрала волосы и платье бедняжки Хюрем, заявив, что она главная женщина султана и что другие наложницы должны ей подчиняться. Разгневанный поступком Махидевран, султан в ответ на ее поступок сделал Хюрем любимой наложницей. Так постепенно началась эра Хюрем в гареме. Молодая, но достаточно смышленная девушка поняла, как нужно действовать, чтобы выжить в таком непростом месте, как гарем султана Османской империи. К счастью, она встречает сторонников, которые помогают ей полезными советами. Если в самом начале Хюрем ненавидит гарем и тайно мечтает сжечь его, то после встречи с Сулейманом она окончательно и бесповоротно влюбляется в падишаха и решает остаться, сделав некогда ненавистное ей место своим домом. Чтобы укрепить свои позиции в сердце султана, а впоследствии в гареме, по наставлению поддерживающего ее евнуха Сюмбюля Аги, Хюрем принимает ислам. Согласитесь, непростое решение для дочери христианского священника. Однако таким образом Хюрем сожгла все мосты с прошлой жизнью и навсегда привязала к себе султана. При встрече Хюрем заявила Сулейману: «Мне хотелось бы верить в то, во что веришь ты. Твоими глазами хочу смотреть на солнце и видеть то же, что видишь ты. Я хочу верить в Аллаха, принять твою веру». На что счастливый Сулейман ответил рыжеволосой возлюбленной: «Я стану рабом твоего сердца, твоей души, Хюрем». По мнению Сюмбюля Аги, неверная никогда не сможет стать госпожой, поэтому для Хюрем принятие ислама было скорее политически вынужденным шагом для того, чтобы стать госпожой в гареме. В султанском гареме существовала определенная иерархия, которая строго чтилась. Так, главной женщиной в гареме считалась мать султана Хафса Султан. Второе место по значимости занимала наложница, родившая султану наследника, а в тот момент это была Махидевран Султан, подарившая султану сына Мустафу, который считался главным наследником престола после Сулеймана. Однако в борьбу вступила юная Хюрем, которая, к своему счастью, оказалась весьма плодовитой особой. Первым ребенком Сулеймана и Хюрем стал сын Мехмед, и благодаря рождению именно Шехзади Хюрем стала третьей по значимости женщиной в гареме. Тогда-то между Хюрем Султан и Махидевран Султан началось настоящее соперничество. Если в самом начале они боролись за сердце падишаха, то с рождением Мехмеда соперничество перешло на совсем другой уровень. Каждая из женщин теперь стремилась посадить своего сына на османский престол, и желание это было продиктовано не из-за жажды власти, а необходимостью спасти своего ребенка от закона Фатиха. Закон Фатиха гласил:
и кому из сыновей достанется султанат, во имя всеобщего блага допустимо умерщвление родных братьев. Это поддержано и большинством улемов. Пусть они действуют в соответствии с этим. Таким образом, тот, кто восходил на трон, по закону должен был убить своих братьев во избежание междоусобных расприй и войн. И, конечно же, ни одна из женщин не желала подобной участи своему ребенку. Хюррем Султан посчастливилось стать матерью не один раз. Вопреки традициям османского двора, она смогла родить Сулейману 5 сыновей и 1 дочь. Сразу после Мехмеда у Хюррем появилась дочь Михримах, затем сын Абдулла, который, к сожалению, умер в младенчестве. После сыновья Селим и Баязид, а спустя 6 лет родился Джихангира. Нарожав кучу наследников, Хюррем Султан добилась желаемого, стала госпожой, авторитет которой был неоспорим в гареме, и даже сестры султана обязаны были прислушиваться к ее слову. Подобное положение, конечно же, не устраивало сестер султана, поскольку рожденные султаншами, имеющими напрямую отношение к османской династии, они вынуждены были подчиняться еще вчерашней рабыне. К тому же они считали Хюррем выскочкой, да и вообще думали, что она приворожила султана и всячески пытались спасти его из цепких когтей Хюррем.